Пожарские котлеты. Вот уже лет 200, как это блюдо любимо русским народом. Сначала берем черствый хлеб без корочки и поливаем, не заливаем, а поливаем его сливками. Сливки 20%, пусть пропитается как следует. Мой секрет, чтобы котлеты из куриного фарша получились сочнее и ароматнее, пропустите сначала через мясорубку куриную шкуру. Никому не говорите про это. Только решеточку для мясорубки надо выбрать самую мелкую. Ну а на сам фарш хорошо бы взять бедрышки. Разумеется, кожицу с них тоже снимем, тоже пропустим через мелкую мясорубку и удалим косточки. Все очень просто. Теперь в магазинах продают уже сразу бескостные куриные окорочка. Вот их и берите, если у вас семья не слишком большая и не самое большое хозяйство. Косточки, хрящики. Куда? Разумеется, в бульон. Понимаете, что здесь получилось? Ну, практически эмульсия. Но она содержит в себе самый вкусный белок – коллаген. Ну, а теперь крупная решетка мясорубки и пропускаем, собственно говоря, саму мякоть из бедрышка вместе с луком. Пару луковиц порезал, этого достаточно. Фарш из курятины любой, хоть вовсе в него не клади лук, получается довольно жидким. Смотрите внимательно, я все объясню. Ну а теперь пропитанный сливками белый хлеб. Сами сливки лить в мясорубку, пожалуй, что не надо. Говорят, что когда-то, еще в старые времена, когда люди не считали калории, а думали только о вкусе еды, вместо сливок в котлеты добавляли сливочное масло. Сливочное масло замораживали, натирали на терке и добавляли его в фарш. Фарш следовало как можно быстрее остудить. И в нашем случае тоже необходимо как можно скорее перемешать фарш, покуда мясо еще холодное, посолить его, поперчить и выставить на холод. Так, здесь было 8 бедрышек, примерно 1,5 килограмма курятины. У нас пойдет примерно 1,5 столовые ложки соли. Ну, может быть, без верха. Черный перец. Половина столовой ложки. И как следует вымешать фарш. Из такого нежного, можно сказать, даже жидкого фарша, разумеется, никаких котлет не слепить. И именно поэтому примерно на 1 час, а может быть на 1,5, фарш следует поставить либо в холодильник, либо выставить на холод, для того, чтобы фарш застыл. Имейте в виду, что большие широкие сковородки лучше всего разогревать на небольшом огне, но под крышкой. Пожарские котлеты лучше жарить на топленом масле. Хорошо, что оно у меня есть всегда. Прежде чем лепить котлетки, обязательно смочите руки в воде. Иначе этот фарш к ладошкам и прилипнет. А вы знаете, этот фарш уже очень вкусно пахнет. Но котлета сейчас станет выглядеть еще лучше, потому что котлеты положено облепить сухарями. Очень мелкие сухари из белого хлеба. Мы их даже и не подпекали в духовке. Необходимо сделать так, чтобы они вонзились в котлету и покрыли с собой всю котлету. Понимаете, вот такой вот ежик должен получиться. Если где не хватает, добавьте.
Обязательно отхлопайте котлету, чтобы в ней не осталось ни единой трещинки. И на сухари. Много масла не надо, потому что каждая котлета имеет отличную обложку в виде сухарей. Сковородка и масло нагреты умеренно, всего лишь навсего 150 градусов. Поэтому котлеты можно накрыть крышкой. И пока первая партия котлет жарится, я хочу проверить еще один способ. Вот это не сухари. С утра хлеб нарезали и оставили вот так, чтобы он слегка зачерствел. Кольцо, которым обычно выкладывают салаты, прикладываем и обрезаем. Я хочу получить панировку из цельного кусочка хлеба. Раз кусочек, понадобится еще один. Два кусочек. Смачиваем руки и формируем котлетку. Котлету на кусочек хлеба, сверху накрываем вторым кусочком хлеба, прижимаем, и у нас получается эдакий гамбургер, не гамбургер, не знаю, но точно понимаю, что вам это понравится. Котлеты еще не готовы. Им следует постоять в духовке при температуре 180 градусов еще минут 10-12. Все зависит от размеров, а точнее от толщины котлет. Сухари, надо сказать, отлично впитывают масло. И то хорошо, ведь масло очень вкусное, очень полезное. Это натуральное топленое масло. Я представляю себе, сколько возьмут масла эти бутерброды, поэтому добавлю-ка еще. Ну как? Работает моя идея? Разумеется, фарш должен будет дойти уже в духовке. А сейчас мы должны только придать, так сказать, цвет и форму будущему изделию. Время от времени поворачивайте котлеты, чтобы равномерно все прожарилось. Вот так. Знаете, а вот эти я сейчас, пожалуй, что переделаю. Это съедобно, конечно, скушать-то можно. Но это явно недостойно того, чтобы называться настоящими пожарскими котлетами. Покрупнее надо, покрасивее. Мне даже нравится то, что хлеб выпил все топленое масло. По сути дела, у нас получились те исторические котлеты, которые были наполнены маслом, как положено. Осталось переделать вот эти. Мне эти не нравятся. Понимаете, в чем дело? У каждого человека, не знаю, там русского, не русского, но у каждого человека, который разговаривает по-русски, словосочетание «пожарские котлеты» наверняка ассоциируется с Мининым и Пожарским. Скажите, пожалуйста, ну разве могли герои России есть вот такие котлеты? Вот это другой разговор.
Вот это выглядит очень по-русски. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством, иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Знаете, пахнет невероятно вкусно и, кажется, уже все. Можно перекладывать на противень и отправлять в духовку на 180 градусов, минут на 15, а такие большие можно и на все 20. Готовы котлеты. Предлагаю разрезать и посмотреть, а что же там внутри. Прекрасный, очень сочный фарш. Ну а как наш эксперимент, вот этот вот, не знаю, как его назвать? Недогамбургер. Знаете, вот это я, пожалуй, что даже и попробую. Не буду ничего говорить. Вкусно или не вкусно? Приготовьте и узнайте. Одним словом, если вы уже подписались на наш канал, то я желаю вам огромных кулинарных успехов и, конечно же, как всегда, приятного аппетита!